Итак, друзья, всем привет! Сегодня наконец-то я нашел время подготовить краткий обзор со стрельбой своей первой винтовки Мосина. Вы уже посмотрели видео по проверке боя, приведения и выверки оптического прицела. В принципе, я такого результата от этой винтовки не ожидал. Сейчас общим обзором оглядим. Это боевая снайперская винтовка Мосина, прошедшая арсенальный ремонт и огражданенная Тульским оружейным заводом. Почему я выбирал именно винтовку, огражданенную Тульским оружейным заводом? К сожалению, сейчас Тула их так уже не огражданивает. Ну, во-первых, на коробке нет никаких надписей новодельных, вот этой модной молотовской хохломы. Винтовка огражданена всего лишь отметкой ГИС, Государственной испытательной станции на стебле затвора, и крем-меткой в дульной части ствола. Вот на крем-мет. Что порадовало при стрельбе? Вопреки всем ожиданиям, всем словам и домыслам, крем-метка не повлияла на стрельбу никак. Если мне эта винтовка арсенальная с проходным калибром 7,64 дала кучность в одну угловую минуту, то, соответственно, вторая винтовка без крем-метки с проходным калибром 7,62, ей займусь, я думаю, месяца через 3, даст результат еще выше. Вот с той винтовкой мы и будем проводить наши эксперименты. Итак, винтовка Мосина, винтовка образца 1891, модернизации 30-х годов, в снайперском ее варианте. То, что касается еще снайперских винтовок, что хотелось бы обратить внимание, опять же, растворив тот миф, что винтовка сделана из валовой. Друзья, винтовки снайперские производились на отдельных производственных площадях с более высокими допусками к производству. Поэтому ничего общего с валовой винтовкой военного выпуска она не имеет. Итак, коснемся материальной части. Винтовка состоит из ствола ствольной коробки с прицельными приспособлениями, затвора, магазинной коробки, спускового механизма, ложи со ствольной накладкой с кольцами и пружинами. Также в ложе еще размещен шомпол. То, что касается прицела, на левой стороне ствольной коробки закреплен кронштейн Кочетова. Прицел универсальный, прицел ПУ. Очень надежный прицел, простой. Массовое производство в военное время не позволило сделать этот прицел более точным. На его выверке я столкнулся с тем, что выверка наиболее важна при приведении прицела с винтовкой. Шаг барабанщиков не дает пристрелять ее, например, как прицел ПСО-1 винтовки СВД, либо другие более дорогие прицелы. Поэтому для этого прицела важна выверка. Выверка возможна только с прицельного станка. Далее разберем винтовку. Разборка винтовки элементарна. Нажав на хвост спускового крючка, затвор вынимается из ствольной коробки. Затвор состоит из стебля, боевой личинки, соединительной планки, курка, ударника и пружины. На боевой личинке есть выбрасыватель. Все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 частей. То, что касается затвора. Разборка его элементарна. Вот таким образом вынимаем соединительную планку с боевой личинкой. После чего, согласно руководству, уперев в деревянную прокладку, выкрутить ударник. Но проще его это сделать вот таким образом. Соединительная планка имеет вот такой вырез, который отлично подходит ударник. И таким образом ударник выкручивается. При выкручивании желательно держать в направлении вниз, потому что пружина, имея значительное натяжение, может просто улететь.
Еще то, что касается затвора. Друзья, если соберетесь менять какую-либо часть затвора, не повторяйте мои ошибки, не меняйте ничего. Когда я купил эту винтовку, винтовка тульская, то есть ствольная коробка, ствол тульский, арсенальный ремонт, поменял все, остальное весь ижевский, весь абсолютно. Включая курок, включая личину, включая соединительную планку. Я хотел поменять и детали на тульские, чтобы затвор был немножко тульским, немножко подходил к винтовке. Этого делать не рекомендуется. Унификация винтовки Мосина, она очень мала. Я сразу получил проблемы недосыла патрона и двойное взведение курка с таким щелчком. Хотя детали все, которые менял, они были новые, зиповские. Поэтому я все поставил на место, проблемы сразу исчезли. Что касается сборки затвора, не актуально это для реконструкторов, либо для макетчиков, кто имеет боевую винтовку, более-менее это актуально. Итак, для сборки затвора. Уперев в деревянную основу, крутить курок, после чего также соединительной планкой скрутить боек в основание курка. Здесь есть одна особенность. Вот эта прорезь на неарсенальных винтовках она родная, на арсенальных винтовках она может быть двойной и требует проверки. Каким образом затвор проверяет? Вот боек, друзья, берется отвертка. На отвертке есть два значения: 75 и 95. Боек должен выглядывать из основания боевой личины так, чтобы 75, прорезь 75 касалась бойка, то есть здесь необходимо мне будет сейчас его выкрутить наоборот. Чтобы прорезь 75 вот так касалась бойка, а 95, вот эта прорезь, не касалась бойка. Вот в таком положении затвор считается собран правильно. Взводится, готов к установке на винтовку. Магазинная коробка тоже так же проста. Крышка магазинной коробки с подавателем. Имеет две пружины, два рычага, которые поднимают патрон вверх. Магазин однорядный и, соответственно, фиксатор. Винтовка проста в изготовлении, в использовании и эксплуатации. Теперь коснемся органов управления. Винтовка не автоматическая, винтовка магазинная, что подразумевает ручное досылание патронов. Магазин наполняется не с обоймой. Особенностью снайперской винтовки Мосина является установка прицела. Хоть здесь и есть вырезы под обойму ствольной коробки, вот они, но прицел не даст установить обойму. Поэтому снаряжение патронами идет вручную. Также особенностью ствольной коробки является то, что ствольная коробка военного выпуска не имеет пульного взъема. Более подробно в моем видео ствольной коробки винтовки Мосина. Магазин снаряжается на 4 патрона. 5-й патрон находится в основании ствольной коробки. Этого мы еще коснемся. Досылается таким образом. По выстрелу
извлекается, досылается следующий патрон. И вот таким образом работает механика. Утечки иногда не срабатывают. Еще одной особенностью винтовки Мосина является то, что у винтовки нет предохранителя, как отдельной детали. Предохранителем служит предохранительный взвод курка. Курок отводится назад и поворачивается влево против часовой стрелки. Блокируется стебель затвора, сам затвор, соответственно, шептала с крючком не срабатывают. Это, однако, тяжело очень сделать, особенно в зимних условиях. Некоторые считают, есть такое заблуждение, что можно использовать специально холостой патрон, дослав патрон в патронник, аккуратно спустить курок с боевого взвода и в таком состоянии эксплуатировать винтовку. Друзья, не делайте этого. Почему? Продемонстрирую очень просто. Если бы там был боевой патрон, то пуля куда-нибудь, конечно же, улетела. Любое сотрясение, сильный инерционный удар наколет капсулю патрона. У байка, в принципе, у затвора винтовки Мосина нет механизма отбоя курка, как это у некоторых современных винтовок сделано. Поэтому со спущенным курком капсуль взаимодействует непосредственно с ударником. И любое сотрясение хорошей винтовки, либо удар, приведет к выстрелу. Так делать не нужно. Теперь, что касается стрельбы. Винтовка заряжается 5 патронами. Первый патрон досылается в патронник, закрывается затвор. Мое стрельбище вы уже знаете. Сейчас стреляю в дальний гонг на 150 метров. Просто, чтобы продемонстрировать работу механики. Стреляю с механического прицела. Важная особенность, друзья. Использование прицельных приспособлений. Прицельная планка не имеет установки постоянного прицела. Хотя она в нашем оружии подразумевалась еще в 20-х годах. Однако у нас не дошла до модернизации винтовки. И вообще по прицелу, особенно по стрельбе на 2 километра, я вынужден сделать отдельное видео, так как ту чушь, которую в последнее время несут на YouTube про прямой выстрел, про постоянный прицел, надо уничтожать. Люди должны знать правду. Прицел 3, превышение на 100 метров 17 на 150, 20, по-моему, сантиметров. Но не суть здесь важно. У меня есть достаточное пространство для поражения цели на 150 метров. Стреляю с механики. Что касается стрельбы с механического прицела. Стрельба вполне комфортная. Винтовка предназначена для стрельбы с механического прицела. Теперь
постреляем с использованием оптического прицела. Сейчас буду стрелять четверком по левой, потом в конце на результат. Установки прицела при стрельбе: барабанчик 0, ветер не сильный, цель не движется, поэтому барабанчик боковых поправок не трогаю. Прицел устанавливаю 4, так как у меня четверка, превышение 23 сантиметра, я буду попадать в центр цели. Нет какого-то удобства стрельбы с оптическим прицелом, удаление выходного зрачка 73 мм, мне необходимо шею тянуть вперед для того, чтобы достичь более полного поля зрения, без теней и без, соответственно, лун всяких. Винтовка не приспособлена, но воевали, войну выиграли. Так, то, что касается стрельбы. Отдача. Видна вам отдача значительно. Сейчас также продемонстрирую. Не могу не воспользоваться моментом, заряжаю. Осталось 3 холостых патрона. Досыл с холостыми патронами проблематичен в винтовке Мосина. Ее надо дорабатывать. Мы потом покажем, как ее дорабатывать в этом случае. Стреляю сейчас с холостых патронов. Не упирая никуда. Вот оно началось. Проблема с тем самым досылом холостых патронов. Проблема с знакомым реконструктором. Как доработать винтовку Мосина, мы с моим другом Евгением вам потом покажем. Опять же, без упора. Отдачу, дорогие друзья, определяет пуля и ее масса. Отсутствие пули, отдача минимальная только за счет того, что вырываются пороховые газы. Все. Буду стрелять с импровизированного упора. Также, друзья, еще одна особенность. Снайпера в Великую Отечественную войну использовали такой способ стрельбы. Сначала взводили курок, после этого доставали гильзу стрельную с патрона и досылали следующий патрон. Это позволяет мне не выбивать затвор силой, не демаскировав тем самым свою позицию. То есть затвор с открытым курком, с заведенным курком, прошу прощения, можно открыть пальцем. Со спущенным курком только выбивая его рукой.
Итак, друзья, вот мой первый результат стрельбы с локтей. В принципе, приличный результат. А вот результат стрельбы с упора был не очень. Упор низкий, ствол высокий. Здесь я допустил 2 ошибки, хотя с упора должен был, конечно, ложиться получше. Итак, друзья, это была потрясающая, великолепная снайперская винтовка Мосина. Это часть нашей истории. Это очень надежная винтовка. Все ее минусы перекрываются одним. Колоссальная надежность. Просто фантастическая надежность винтовки. Поэтому, думаю, видео было интересно. И как владельцам подобного оружия, так и новичкам, которые только хотят ее себе приобрести. Итак, друзья, это был курс огневой подготовки. Всем добра.